Хотите узнать 3 простых, но эффективных рецепта удобрений для ваших пеларгоний, которые вы можете легко приготовить дома? Тогда смотрите это видео до конца. Пышные герани на подоконнике – это настоящее украшение для любой хозяйки. К сожалению, не у всех получается поддерживать их долгое и красивое цветение. У нас в семье эти домашние цветы присутствуют, насколько я себя помню, поэтому есть неплохой опыт в их выращивании. Сегодня я поделюсь с вами информацией о натуральных подкормках, на которые герань очень хорошо реагирует. Эти простые натуральные удобрения помогут вашим растениям получить необходимые питательные вещества для здорового роста и красивого цветения. Помните, что регулярность и последовательность применения играют ключевую роль в достижении наилучших результатов. Итак, начнем с настоя луковой шелухи. Отличного удобрения, которое одновременно обогащает почву, укрепляет иммунитет и борется с грибковыми заболеваниями. Если вы до сих пор еще выбрасываете этот ценный компонент для растений, пришло время прекратить это делать. Герань положительно реагирует на подкормку как под корень, так и по листу этим удобрением. Технология приготовления. Возьмите шелуху от 2-3 луковиц и положите ее в ведро объемом около 5 литров. Также можно использовать обычный бутыль, в который мы набираем воду. Залейте шелуху горячей водой, так чтобы она полностью была покрыта водой. Оставьте настой на 2-3 дня, периодически его помешивая. Способ применения. Разбавьте получившийся настой водой в соотношении 1 к 5, то есть 1 часть настоя на 5 частей воды. Затем можно полить герань под корень или распылить по листу. Поливайте растения полученным удобрением 1-2 раза в месяц. Применяйте удобрения луковой шелухи в период активного роста растений. Переходим ко второй нашей подкормке, а именно к дрожжам. Герань очень благосклонна к этой подкормке, хотя дрожжи сложно назвать удобрением. Это скорее полезные грибы, которые положительно влияют на почву. Попав в землю, дрожжевые грибки активируют почвенные микроорганизмы, что благотворно сказывается на росте и цветении растения. Важно соблюдать пропорции при подкормке. Технология приготовления. Растворите половинку чайной ложки сухих дрожжей в 1 литре теплой воды. Добавьте туда 1 чайную ложку сахара и хорошо перемешайте. Оставьте данный настой в тепле на 24 часа. Способ применения. Подкормите герань после предварительного полива ее чистой водой. Поливайте цветы получившимся раствором, стараясь равномерно распределить его по почве. Повторяйте данную процедуру 1 раз в 3 месяца в течение всего сезона роста. Еще одно натуральное удобрение для герани – это зола. В золе после сгорания остаются макро- и микроэлементы, легко доступные корням. Древесная зола также является источником калия, магния, фосфора, кальция, железа, серы и других элементов. После внесения можно заметить, как растения с каждым днем выглядят все лучше, а листва становится яркого насыщенного зеленого цвета. Технология приготовления. Смешайте 1 столовую ложку древесной золы с 1 литром горячей воды. Дайте этой смеси настояться несколько часов, затем процедите ее. Способ применения. Разбавьте настой из древесной золы водой в соотношении 1 к 10. 1 часть настоя на 10 частей воды. Поливайте растения этим раствором под корень. Применяйте удобрение 1 раз в 2 месяца в период вегетации.